привет! Ну а мы продолжаем наш ремонт спальни. Он не заканчивается, а только начинается. В общем, смотрим. Будем работать в спальне. Сейчас мы будем мотать трубу теплого пола. Будем использовать металлопластиковую трубу. Вот, 16-ю толщина будет у нас 2 миллиметра. Вот. Так, ну что у нас? У нас отверстие по трубу есть, куда я ее продену. Будем мотать мы в форме улитки. Ну и в принципе, пока на этом все. Мы это сделаем, потом выставим маячки и будем ждать, пока они подсохнут. А тем временем займемся чем-нибудь другим. Вот. А после этого, соответственно, все зальем и будет, как говорится, красота. В общем, приятных просмотров. Мы начинаем. Так, трубу для теплого пола я намотал, все. Это было самое волнительное. Не в том, что это было сложно как-то чего-то, но сейчас я объясню. Я честно, я сейчас перенервничал. Вообще, пойдемте. В общем, у меня там были остатки трубы. И, ну, есть целая еще бухта 200-метровая. И были другие остатки. Вот, сейчас начнем с пола. Ну, в общем, я взял самый длинный остаток. Там было 79 метров. Я так сильно не замерялся. Вот, подумал, мне с головой хватит. В общем, и стандартно начал мотать контур наш.
Все, он, как видите, я все намотал, к окну прям поближе взял, чтобы тепло было хорошо, чтобы вообще окна там, если что, даже не потели, ничего. Вот, все есть, все хорошо, все прекрасно. Вот, это вообще классно, что прекрасно. Но просто когда я начал в конце вот эти два витка мотать, две последние линии, я посмотрел на бухту, там практически уже и трубы не оставалось. И тут я взял за голову, думаю, ё-моё, если мне сейчас не хватит трубы, это же все нужно будет обрезать, опять сматывать, опять убирать, опять вытаскивать. Но вы не поверите, это вообще, это нечто. Осталось, сейчас покажу. Вот мои концы, я их смотал просто до коллектора. Ну там вообще, ну запас есть, конечно, там где-то по полметра. Но прям вообще мне фартануло, прям я не знаю, этот кусок четко вошел на эту комнату. Я перенервничал, я вам так скажу. Но ничего, все классно, я очень доволен я этому. Просто на самом деле я не рассчитывал, что уйдет трубы столько теплого пола. Я в принципе замерял, рассчитывал на дом, но опять же, там же комнаты не везде, я хотел теплый пол сделать, но все же. Уже у меня трубы металлопластиковые ушло 500 метров, 1500 метров у меня ушло. Это считая и отопление. И на отопление у меня тоже ушла металлопластиковая труба. Вообще вся система, и теплые полы, и отопление, все на металлопластиковой 16 трубе. Вот, система у меня такая интересная. В общем, каждая батарея у меня независимая, каждая батарея у меня отдельно работает. У меня не двухтрубная, знаете, система, к ней пошли уже там 3, 4, 5, 6, все батареи по доме. Вот. Каждой батарее пришла подача, пришла обратка, ушла. Все так же, как и на контура теплого пола. Вот. Но, я рассчитывал еще трубу пустить на теплый пол, на теплицу, но я так подумал, что там очень много вести, и мне разделять это где-то нужно 2-3 контура дополнительно, и котел мой не вытянет столько. Вот, тем более лучше я их пущу на коридор и на гардеробную комнату. Вот, туда добавочно к коллектору сделаю адаптеры, 2-3 контура, которых мне не хватает, и в принципе мне хватит. А на теплицу можно просто поставить сплит-систему, и все, и будет, как говорится, мне счастье. Ну все, автоматизируем, соответственно, там и автопроветривание, и все сделаем, все прям будет как надо. Так, это все хорошо. Что у нас? У нас все прекрасно, все хватило, это здорово. Сейчас пойдемте выставлять маячки. Выставим маячки и все, и пускай они сохнут. Сохнут, вот как только они подсохнут, хорошо окрепнут, тогда мы уже зальем теплый пол. А до этого мы что-нибудь придумаем и займемся чем-нибудь другим. А сейчас все, погнали!
Так, ну что, смотрим, что мы сделали. Маячки выставили, теплый пол у нас уже готов. В принципе, что осталось, чтобы это все высохло, схватилось. И потом же демпфер ленту проведу везде. Вот, и в принципе все, осталось будет залить. Все здесь залить, и считай, комната готова. Ну, под финишную. Вот, и там уже мы разберемся, что там обои, не обои, покраска. В общем, там видно будет. Вот, нужно будет поехать, единственное, нужно будет поехать взять цемент, посчитать, сколько мне сюда надо, и желательно взять 30-килограммовые мешки. Во-первых, они легкие, ими очень удобно работать. Прям на один замес мешок целый высыпаешь, раз, все, соотношение 1 к 3 делаешь, и очень хорошо, не нужно будет рвать, мерить, вот как 50-килограммовые. Во-первых, они и весят, неудобно их таскать, а 30-очку взял, ну, чуть больше вот прошки, ну, вот прошка 30-ка, это... клей 25, и свободненько все, и пошел. О, уже, как говорится, глаз тоже резать не будет. Будет лично, все готово. Вот так, время что у нас? Нужно у нас пообедать, как говорится, сходить на огород. И там помидоры тоже собрать немного, уже подоспели. Вот, кто-то просил, кстати, показать помидор наш розовый в разрезе, как он выглядит. Обязательно это сделаем, и сейчас продемонстрирую. Ты что делаешь? Я все сделал, единственное, кто-то просил показать, как я выставляю маячки. Я не вставлял, я выставлял, кстати, на полу, и чуть-чуть забыл опять про это, но сейчас вкратце расскажу. Это очень просто, имея лазерный уровень, это вообще незаменимая вещь. Можно идеально выставить уровень, вот, не нужно уже никакие там будут... вам ручные уровни, все будет очень легко просто. В общем, смотрите, вначале я выбивал весь уровень в доме, я искал самую высокую точку, то бишь мы ставим лазерный уровень, как у меня сейчас стоит, да, вот у него есть определенный луч, который бьет по всему периметру, да, соответственно, луч был примерно настроен, пусть будет, ну, на 80 сантиметров, допустим, да, вот, луч везде бьет. Соответственно, чем точка будет у вас, чем выше, тем луч опускаться будет ниже. И, соответственно, вы ищете самую высокую точку. Вот. Самую высокую точку я нашел. Вот. И в 0 у меня пошел в 77 сантиметров. То бишь в доме, вот по этому уровню, везде, где четко я поставил, вот 0 у меня выходит 77 сантиметров. Вот. По нему я везде и буду заливать, потому что будет у меня один уровень. Теперь как это делается? Очень легко. Уровень мой лазерный, вот он. Правда, сейчас солнце слабо. Бьет по метке. Вот он, по метке я его выставил. Далее мы идем, что делаем? Идем, выставляем наши лепешки, так называемые, да? Примерно по уровню смотрим, какой высоты они должны быть. И далее очень просто, но здесь я уже все выставил. Мы подходим к каждой лепешке, уровень наш бьет, можешь даже ближе подойти. Вот. Соответственно, если он у вас выше бьет, нам нужно 77, да, допустим, он у вас бьет 72. И вы потихоньку опускаете, тем самым прижимая маяк, прижимаете до 77. Все, прижали, плавненько, потихоньку, и каждую лепешку вы прижимаете. Смотрите, что у меня на уровне. 77, это 0. 0. Везде в ванне, в каждой комнате у меня 77, это будет 0. Вот 0, это уже стяжка залитая под 0. Ну, соответственно, сверху будет напольное покрытие. Это тоже нужно будет учесть при допустим, установке дверных проемов и тому прочее. Вот. Все, сложного ничего нету. Везде проходим, мы можем даже сейчас посмотреть. Вот, пожалуйста, видите? 77, 0. Везде идеально будет. Сейчас, если даже уровень взять, ручной вот так положить, он будет идеально ровный. Идеально ровный, не нужно никаких шнуров, ничего. Вот, поставили уровень, он стоит здесь по периметру. И все, и пошли. Раз 77, раз, и все у вас стоит, все классно, круто и быстро. Кстати, также, ну там чуть-чуть по-другому, можно выставлять маяки и на самой стене, без вообще шнуров. Не применяя шнура, ничего, можно взять обычное 3-метровое правило, на нем сделать метки, поставить лазерный уровень, но там просто нужно будет метки выставлять, чертить, как бы, ну, чуть-чуть другая, да, ситуация, нежели вы просто выставляете
два маяка по уровню, и уже потом шнур натягиваете, да. Все, как говорится, средства, методы хороши, но я вам так скажу, с лазерным это более точно происходит, более точно. Потом говорили за лепешки цементные, как они, потому что говорят, они не очень ими удобно работать, потому что он сухой, проваливается. Я вам так скажу, в раствор цементный, да, и здесь у нас песок, цемент, и еще я добавляю плиточный клей. Плиточный клей, он дает такую эластичность, да, но немного добавляю, им легче играться, он сильно у меня никуда не уходит. Вот, как вы видели, просадку нигде он ничего не дал. Я поставил 77, также у меня 0, все выше. Также этот плиточный клей вы можете добавлять, если штукатурите, да, в определенном количестве. И у вас будет раствор эластичный. Эластичный очень удобно будет работать, да, не хуже, чем гипсовый. В общем, это уже далее в ванне мы вам покажем все. Сейчас пойдемте на огород. Там нужно будет собрать урожай. И, кстати, вчера вот кто-то писал из подписчиков, не хотите ли вы посадить свежих огурцов, чтобы, ну, свежие они же лучше плодоносят, дают. Вот. Я говорю, вы читайте мои мысли. У меня как раз осталось 2 пачки огурцов. Вот, и там есть место, куда разметить. Кстати, вот они, я еще давно как-то брал, я не помню, то ли в Магните, то ли в Пятере. Огородное изобилие, называется пальчик. Длительный период плодоношения. Не знаю, как они, кто такие брал, как они нормально плодоносят, все с ними в порядке, как схожесть, напишите. Вот, я думаю, каждую по семечке раздам, Лерке, Теме, супруге. И посмотрим, у кого как зайдет и у кого будет круче урожай. Сделаем эксперимент. Иди сюда. Кто бассейн сгрыз, а? Кто сгрыз? Кто вчера говорит, почему бассейн будет спущен? Вот, вот. Все туда обращения. Письменные. Погнали. Кстати, уже смотри. Там-дарам-дам. Уже скоро. Баклажанчики будут. Кстати, очень вкусно замораживать их прям с чесноком. Чесноком я вообще просто, я балдею. С чесночком рулетики делаю, там еще с зеленью. Красота. И базилик надо в заморозку уже сделать. Смотри, черри уже как пошли. И уже пора это собирать. Урожай. Это разве черри? Да, ну они у меня какие-то это. Кстати, У вас такие черри бывают? Бывают, они вот они, это даже один. Вот смотри, видишь, мелкий. Вот они, вот снизу. А эти я не знаю, что с ними, они мутировали. Вот, смотри. Смотри, вот какие. Просто это не черри, Нет, вот и все. смотри, вот снизу мелкие, стандартные. Вот они тоже мелкие, вот они, смотри. Вот. Ну так вымахали, это видишь, надо с любовью относиться, да, вот так берешь. А да. Так, Димыч. Не, ну если честно, в салатиках красивее вот такие маленькие смотрятся. Димка, нельзя, пройди. Место. И смотри уже сколько. Кто-то говорил, на закатку они тоже нормально идут. Ну, Дима, оставь. Так. Там-дарам-дам. А вон смотри. А вот тут смотри, другие. Ну ты покажи. Я вообще не понял, откуда они взялись. Это не розовые. А я покупал розовые все. Вот он, да? Вон, видите, какой? Не розовый, красный. Так, а ну, подвигайся. Куда пошла? Опа. Красота. Ра-та-та. Пепли еще. Это уже подоспеет. Уже на баночку. Можно даже собрать. Вот так. Димка, нельзя. Все, место. Вот, что-то быстро они прям по этот поспели. Мне аж странно, что вот тут вкус не такой. Димка. Так. Она же играться хочет. Подожди. Место. Чашки не хватает.
Там много еще? Вон еще мелкий черри. Сейчас подержи. Зацените. Вроде дождь обещает, а что-то не видно. Огурцы мамуля отвести. Ты лошара. Многие говорили, что пустоцветов у многих, да, много. То бишь завязи мало. Вот. Но сейчас тоже поменьше стало. Раньше был вот этот период недели 2 назад. Прям сильно было. А сейчас поменьше стало. Лерку сюда нельзя пускать, она у меня все листья обрывает. Вот, это за один день. И вот это, кстати. Один день постояли, ну так, порозовели. А? Кто сказал, что тут ничего не будет расти, а? Кто меня обговаривал? Так что еще ого-го будет. Кстати, вот здесь, возле дорожки, наверное, и огурцы вот эти новые, свежие. И посадим. Посмотрим, да? Вот здесь они пусть вверх по шпалерке ползут, туда к ним, а там мы уже разберемся, куда кого, да? Потому что, ну, эти вроде растут, но еще будут свежие. Густо не будем, так пореже сделаем, я не знаю, через метр можно пустить. Здесь как раз тут 6-7 влезет и нормально будет. Петрушка. Так что она есть, кто-то говорил, этот сажать. Бимка, подожди. Кто-то говорит, этот от улиток помогает. Они ее жрут, улитки, эту петрушку, они просто ее хавают, я не знаю, вовсю. Потому что здесь заходишь по утрам, здесь 2-3 штуки в ней находишь. Это, кстати, лук многолетний, вот он уже пошел. Вот, еще чуть-чуть и уже обрезать его можно будет. Так что нормально. Это щавель. Рукола или я не помню что. В общем, поели ее тоже нормально от души. Вот эту пустоту посмотрим. Там у мамули, кстати, болгарка, она посадила, семена у нее есть. Она говорит, если что, я тебе дам. Может, сюда посажу. В общем, посмотрим. Или помидоры еще какие-нибудь. Вот сюда кусты сделаю. Такие сливки, сорт есть хороший. В общем, посмотрим. В прошлый раз я ходил тоже урожай собирал, но в этот раз побольше его, особенно помидор. И кто-то просил, покажите, пожалуйста, в разрезе ваши помидоры. Вот розовый беру, я его предварительно помыл. Сейчас мы его разрежем, я вам покажу, как у нас он находится. Вот так вот. В общем, ребята, смотрите, сочный, вкусный, прекрасный. Аромат уже сразу идет. Вот он. Чуть-чуть только ему осталось доспеть. Просто обалденный. Огурчики хрустящие и супер просто. Так, кстати, забыл показать. Нам с Икеи пришел чудо-машина. Вообще обалденно. Сейчас это в сторонку уберу. Вот вчера Икея приходила, кто видел. Это у нас этот капучинатор, да? Угу. В общем, это делать, пенку сбивать. Машинка. Обалденная вещь. Мы сейчас уже кофе в турке варим, да? И вот здесь пенку делать вообще очень просто и быстро. Сейчас покажу. Вот стаканчик наливаем молочка. Вот чуть-чуть даже можно, да? Да, потому что пенка прям отличная взбивается. И все. Вот здесь кнопочка. Включаем. Работает от 2 пальчиков батарейка. Кстати, о батарейках потом скажу. Видите, уже пенка. Тут Уже несколько пенка пошла. секунд. Вот она пошла, пеночка, уже хорошо, смотрите. Вот она. Уже как сливки. Сверху покажи. Прям идеальная пена. Прям как с машинки. У наших родителей есть кофемашина. Вот примерно такая же пенка получается. Можно сбить ее, да, она поднимется до конца запросто. Вот. Смотрите, какая пенка. Сбоку покажу. Вот она. Все, кофейку наливаем, сверху там шоколадиком присыпочку делаем и вообще Корицей. Да, и вообще просто идеально. Я о батарейках нашел свои батарейки, заказывал их на Алиэкспрессе. Ребята, они много заряжаемые. Это пальчиковые батарейки, они работают здесь от 2 штук. Смотрите, какие
интересный. Вот обычная батарейка. Здесь отодвигается, и здесь USB зарядка. Зарядили. Все. Обратно одели и пользуйтесь. Этим батарейкам уже, наверное, год. Вот в Сочи Да. мы как купили. Даже А больше. почему я купил? Потому что у Тёмки была машинка на пульте управления. Вот, и постоянно сажались батарейки. Ну, и часто покупать тоже, как бы, да, вот, не хотелось. И я полазил, посмотрел, нашел вот такую штуку. Классно, посмотрите. Классно. Ссылочку оставим. Ссылочку ребят. оставим, смотрите, если интересно покупать. Они что-то, помню, тогда я их покупал в том году, я не помню. Что-то в районе, помню, 100 рублей одна батарейка. Может даже меньше. Но они окупают себя, ребята. Окупают вообще полностью. Может даже дешевле. Не знаю, не помню. Я посмотрю, в общем, ссылочку оставлю. Гляньте, посмотрите. Ладно, я сейчас поехал, закажу цемент. Если есть в наличии, то куплю, сразу, наверное, привезу, потому что завтра уже надо будет спальню залить. В общем, я погнал. И, кстати, Что? звонили с почты, нужно забрать посылочку. Заберешь? Сейчас что время? Ну хорошо, зайду, заберу туда. Мгм. Ну все, давайте дальше увидимся. Друзья, ну я был на почте, забрал очередную посылочку с магазина Т-Декор. Кстати, ребята, у них огромный выбор одежды, туничек, костюмчика, детские вещи, мужские, есть много чего интересного. Также есть ароматные, просто сумасшедшие специи, просто шикарные, которые на кухне, ну, никак не заменимы. Мы наш обзор начинаем, будет, как всегда, интересно. И в этом же магазине мы заказали сладости, вот такой мармелад, он очень вкусный, полезный, фруктовый. Есть у них чаи разные из разнотравьев, и черный, с чабрецом, и там, и с чем только и нету. Также представлены кофе. Вот, есть орешки, да, сухофрукты, есть много чего интересного. В общем, заходите, смотрите, возможно, и вам что-то понравится. Вот, а мы сейчас это быстро спрячем, чтобы дети не съели. Я буду это ночью один кушать. В общем, у нас сегодня на обзоре вот такое постельное белье с интересной расцветкой. Комплект семейный. Он без молнии. Мы две наволочки 70 на 70 с таким продолжением рисунка. Вот, вот такая у нас простынь. Это материал здесь 100% хлопок. Все хорошо, все дышит, все прекрасно. Вот. Здоровый сон вам обеспечен. Так, друзья, вы все просили, и мы продолжаем наш показ. В общем, начинаем с мужской коллекции. Вот такой костюм классный. Это на осень. На осень, я вам скажу, он не сильно толстый, не сильно тонкий. Вот когда будет конец лета, будут такие прохладные вечера, вот он уже вообще прям классно будет. В общем, вот такой. Специально взяли на вырос, на осень, потому что Тёмка подрастет. Здесь вот такой принт, такой яркий, очень интересный. И на ногах вот такой. Повернись. Вот так сзади все стандартно, классический, черный, легкий, вот удобно. Тебе нравится? А? Кто красава? От души, да, Петюня. Мужик, красава. Бери. Вот. Далее продолжаем с меня. В общем, это не костюм, это все отдельно. Это майка и шорты. В общем, сами скажете, если вкус моей дорогой супруги, потому что всю коллекцию она мне сама подбирает, следит, чтобы выглядел я безупречно. А? В общем, ну старается человек. Что видит? Зай, ты во всем выглядишь супер. Спасибо. Как-то Покраснел. писать, да, ну что я же стесняюсь, до сих пор я такой скромняшка. Кто-то написал в прошлый раз, не называйте его Заей, по-моему, да? Да. Это не тот тип мужчин. Да, ребят, все что угодно, главное, чтобы от души, я не знаю, даже там если обезьянкой назовут, это не будет ничего такого, знаете, в плохом смысле, да, слова. Главное от души, вот, если мы говорим. Поэтому, в общем, разговоры разговорами, что мы видим? Маечка, кстати, вот она, материал мягкий такой, хороший, прям он, не я в ней, знаете, она как будто меня так всего, да? Хорошо тянется, свободно, легко тянется, легко, без никаких напрягов. Да, Вот. все идет в размер. Вот такой вырез под горло, видите, ничего не давит, все хорошо, все тянется, все прекрасно. Отдельно шорты, огонь. Материал, кстати, классный, очень прочный. У меня были уже такие шорты, если честно, я их вообще сносить не мог, очень долго я их носил. Вот, все хорошо, свободненько,
Прям вообще здоровски. В общем, на отлично, а мы продолжаем. Какая у нас моделька? Это маечка и шортики. Вот это в такую, под раскрас, вот под военную такую. Здесь мы видим такие буковки расплываются. Сзади повернись, кстати, ХБшка хорошая, дышит, все хорошо. Вот. По спинке, по фигуре поворачивайся. Вот. Просторно, может даже попрыгать. Вот так. А что на девчонок засматриваешься? А? Ну что, ничего, я все вижу. А? Так, мы продолжаем, как всегда. Смотрите, да? Оба, как она опять умудрилась вот так все подобрать, чтобы все подошло прям, ну, классно. Это не костюм, это все отдельно. Посмотрите на эти шорты. Вот это прям вообще огонь. Раскрас, принт, смотрите, какой интересный. Я вообще люблю вот такой принт, интересный, разный, тоненький, вот видите, хлопочек, все дышит, все хорошо, ножка отдышит. Маечка вот такая прям тоже интересная, кстати. Она не сильно броская, вот, спокойный такой тон. Все дышит, все хорошо, не напрягаемся, спокойненько. Все классно, зачет прям. Не знаю, как вам понравилось или нет, вы тоже напишите обязательно, мне будет очень интересно это узнать. Ну а мы продолжаем с показа женской моды. Это стильные, строгие, классические леггинсы. Посмотрите, какая вставочка белая, интересная. Смотрите, здесь сеточка идет, ножка дышит, ножка прекрасно чувствует и хочет идти и показывать эту красоту. Топ-топ. В общем, интересные такие леггинсы. Это у нас тоже ХБшечка, она тянется. Вот, очень удобные по фигуре, сидят просто отлично, безупречно. Швы у нас ровненькие, все отлично, все классно. Поворот. Опачки, опа-па. Так, ну а далее мы продолжаем. Это у нас такая уже спокойная домашняя туничка. Ветерком сесть в ней под нашей смородинкой и попить чайку или кофейку. Видите, как здесь свободненько. Ветерочек будет задувать, будет прохлада. Вот, смотрите, сзади спинка хорошая, все по фигуре, принт есть, все хорошо. Горлышко ничего не давит, ХБшечка дышит. Все прекрасно, тебе нравится? Очень. И замечательно. Погнали дальше. Хочу представить вот такую модель, вот такое платье. Заказали мы его на подарок, поэтому на нашей модели мы его не будем демонстрировать. Вот, я фоточку сейчас ставлю, вы увидите, как оно выглядит на модельке. Но оно классное, такое у нее есть вставки сетчатые. Вообще на модельке прям супер сидит. Да и вообще на любой женщине, девушке вообще будет просто неотразимо, шикарно и красиво. В общем... Мужики от вас не будут отрывать глаз. Наша принцесска проснулась, да, только проснулась. И мы хотим показать ешный крутой, классный костюмчик. Вот с такой девочкой, смотрите, с такими шортиками, да? Кляка, это все ХБшка, все хорошее. Маечка тоненькая, хорошая, прям вообще не жарко будет. Да, маленькая? А? Показывай красиво. А? Какая ты красивая девочка. А? Ай, моя маленькая. Да? Тебе все идет, да? Все идет. В общем, такой интересный костюм нам очень сильно понравился. Вот, особенно передний принт очень хороший, да? Будем носить? Ну и прекрасно. Показ моды я объявляю закрыт. Надеюсь, он вам понравился, как и всегда. Если вам что-то конкретно прям понравилось, обязательно напишите в комментарии. Мне будет очень интересно. Но мне больше всего понравился это же костюмчик на нашей принцессе. Она в нем просто неотразима. В общем, все вещи представлены с магазина Т-Декор. Ребята, ссылка на магазин будет, как всегда, внизу в описании под видео. Возможно, вам что-то понравилось. Пожалуйста, переходите, смотрите, покупайте. Качество товара нам все понравилось. В общем, ну а мы продолжаем. На этом будем заканчивать. Надеюсь, что вам ролик, как всегда, понравился. Да, кстати, многие писали, что вы будете каждый день видео выпускать. Нет, ребята, да, ролики шли практически каждый день. Это вот сегодня, по второй ролик. Но нет, такого не будет. Нет, оно, возможно, и будет, если у нас будет время, силы, как говорится. Если мы будем успевать и, соответственно, конечно, будет у нас время, то мы
Будем каждый день выпускать ролики, а пока также все будет стандартно идти через день. Да, завтра видео не будет, завтра, потому что я решил сделать выходной. Вау! Вы все скажете, ну, наконец-то. Вот, мы отдохнем, сделаем свой выходной. Ну, к сожалению, мы не будем это снимать. Привет, Белка. Да, сейчас приду. Это будет такой маленький наш семейный праздник, наш выходной. Мы его проведем для себя, для души, для отдыха. Это будет такое маленькое, сокровенное. Надеюсь, вы меня понимаете и не обижаетесь, то, что я вас с собой не беру. Потому что, ну, это такое маленькое наше сокровенное. Вы, надеюсь, меня прекрасно понимаете. Но мы хотим вот так духовно, душевно все это провести, этот день. И вот отдохнем от всего, от разговоров, от мыслей и от съемок. Хотя съемки, если честно, в радость, потому что от съемок очень много мы получаем, от вас поддержки, позитива, энергии. Это заметно, мы это чувствуем. Вы прям вообще подзаряжаете меня от всей души. Вот. Поэтому правильно, как всегда, нужно выходные делать, их устраивать, не забывать о семье, о самом главном, да, как говорится, не бежать куда-то. Много было прекрасных комментариев насчет семьи, то, что я начал показывать детей, супругу. Ребята, конечно, этого будет намного больше. Намного больше будет этого всего. Я, конечно, постараюсь, но сейчас, конечно, вы увидите в приоритетах это ремонт. Не для того, чтобы это вау, именно это вам показать, потому что, ну, на первом плане сейчас это стоит, дабы потом, как бы, ближе к осени, чтобы мы вот пользовались всем этим прекрасным, всеми этими удобствами, уже спокойно, детки, вы уже везде бегали, не было этой пыли. Просто, я сейчас вспоминаю Сочи, квартиру, а это была студия. Ну, я с нее, можно сказать, сделал двухкомнатную квартиру, потому что, вот, и бывало, да, это был мой первый такой серьезный ремонт, когда вот я делал, и были, конечно же, ошибки, и это хорошо, потому что на ошибках учатся, вот, а студия, это, можно сказать, вот, раз бубух, как говорится, ковер тряхнул и пыль во всем доме, да, так и было с перфоратором, где-то что-то ты ошибся и нужно было подштробить или что-то, бах, и все, и просто все в пыли, там, это было вообще просто, конечно, сумасшедшие такие дни, но мы их выстояли, да, вот, как говорится, вы не поверите, какое было счастье, когда все доделалось, все преобразилось, мы все поставили, мы жили. Я честно, я кайфовал. Я сидел, я помню, на кухне, у нас такой был хороший продолжение стола, обеденный, там у меня компьютер стоял, я вот сидел, думал, как я вообще вот на этот 3-й этаж подымал эти тонны всего прочего, да. Это потом не понимаешь. Вот сейчас то же самое происходит. Есть заряд, есть стимул, нужно стимулировать себя, нужно заряжать позитивом, нужно обязательно мотивировать себя, да, и тогда и все получится, тогда все эти трудности, они незаметны на самом деле, и ты не замечаешь эти тонны груза, которые ты перетаскиваешь и делаешь для себя, потому что у тебя есть бешеное желание, так и нужно, нужно жить, улучшать свою жизнь, делать жизнь лучше своих близких, и тогда у тебя все обязательно получится. Забыл я, конечно, я вас тоже хочу всех поблагодарить. Если честно, я вообще не заметил, потому что, ну, честно, я занят ремонтом, я практически ничего не замечаю, что происходит с утра до вечера. Вот. Все вы начали в прошлом ролике поздравлять с 20 тысячами подписчиков. Что сказать? Спасибо вам громадное, потому что это ваша заслуга. Вы сделали это. Вы сделали мой канал. Вы помогали мне. Вы также со мной сопереживали. Вы также подсказывали. Где-то мы что-то вместе решали, что-то выбирали. Можно сказать, мы большая семья, которая строим этот прекрасный дом. Вот, где мы будем жить
Да, возможно, кто-то из вас и приедет в гости к нам, навестит нас. Это будет тоже незабываемо и круто на самом деле. Вот. Я из первых роликов всегда повторял и буду это повторять. Я буду всегда вас благодарить, потому что это ваша заслуга. Ваша заслуга всего вашей помощи этого канала. То, что канал развивается благодаря вам, благодаря именно вам. Вот, мои дорогие, вы мои пчелки, вы мои тоже труженики, вы тоже там трудитесь, смотрите, комментируйте, поддерживайте канал лайками, комментариями, репостами, делитесь этими видео в соцсетях, делитесь со своими друзьями. Громадное за это вам большое спасибо. Это просто непередаваемо. Это одни сплошные эмоции. Спасибо за эти эмоции. Спасибо за все, за теплоту, за доброту. На самом деле вы дали больше. Многое, потому что ранее мне незнакомых людей, конечно, многих сейчас для меня они прям стали родными, мы с ними прям душевно друг друга понимаем, поддерживаем, и каждое наше слово, оно, и не нужно о нем говорить, мы понимаем просто, как говорится, и мысленно на расстоянии. Вот. Знаете, многие говорят и спрашивают, а что же будет потом? Сделаешь ты ремонт, то-то, то-то. На самом деле это не важно, что будет потом. Важно, что будет сейчас. Не надо думать о том, чего нету. Нужно жить сейчас, здесь, да, радоваться этому моменту, этому общению, если оно вам нравится. А потом будет потом. Живите сейчас, радуйтесь этой жизнью. Воплощайте свои мечты, ваши проекты, стремитесь, сделайте что-то хорошее, больше, трудитесь. Исполняйте ваши мечты, исполняйте, добивайтесь. Пусть ваши мечты всегда сбываются, и они будут, потому что ваши мечты, я еще раз вам говорил, это ваши труды, и пусть у вас все получится. Главное, конечно, здоровье. Давайте жить здесь и сейчас, поэтому я тебе хочу сказать громадное еще раз вам спасибо каждому из вас, кто подписан на этот канал, кто неравнодушен к этому каналу. Вы молодцы, это вы молодцы, потому что от хорошего идет дальше хорошего. Мы продолжаем это, и мы будем дальше давать это друг другу и передавать, и от этого станет больше, лучше всем нам. Так пусть у всех все будет хорошо, от всей души я вам этого желаю. Еще раз будьте здоровы, будьте счастливы, пусть все у вас будет хорошо, как всегда, надолго не прощаясь. Всем счастливо, всем пока.